Самый крупный провал ОСУ лазера. Недавно в ОСУ добавили режимы рейтинга, в котором игроки могут соревноваться друг с другом и получать за это условно эло. Подбор игроков зависит от вашего эло. Карты, которые вы будете играть, соответственно тоже зависят от вашего эло. Сделано все креативно, в виде карточек, все звучит радужно и замечательно. Но когда игроки начали играть в этот режим, то начался хаос. Баланс карт на высоком эло сводится к тому, что вы вынуждены играть 9 или 10 звезд. Для ясности ума сравним эндгейм нового режима с недавним турниром двух сильнейших игроков Мрека и Валежевского. Эти парни боролись на старрейте около 8 звезд, при этом они готовились к этому матчу, а в новом режиме вас заставляют играть карты более высокого старрейта, так еще и сайдридом. Вам не кажется то, что это должно работать иначе? Ну ладно, старрейт не полностью отражает сложность карты. Веселое здесь то, что в основном карта на 8-9 звезд это хай БПМ стримы. И такой же пример могу привести с 8 AR картами. Давайте обратим внимание, то что low AR карты в турнирах всегда ниже основного старрейта. Потому что вся их сложность заключается не в старрейте, а в том, что карту необходимо прочитать. Но у нас в ОСУ лазере все аспекты, все карты имеют одинаковый старрейт. Про разные аспекты игры вообще забыли. Хотя как можно забыть то, что ты от рождения никогда не знал? У нас в рейтинге даже модов нету. Подбор игроков тоже прекрасен. Людей с 1600 эло кидают против 2300. А это условно 5 дигит против 3 дигита. А за победу дают столько же рейтинга. Также есть веселые баги, когда в 9-звездочном лобби выпадает карта 2 звезды. Что? Подожди. Ты троллишь? Или тебе вообще падают 3 одинаковых карты. У меня... Да что это такое? Матч моментально завершается, если у одного из игроков на секунду обрывается соединение с интернетом. Критикуешь? Предлагай. В целом, во время критики я и так ссылался на другие турниры от комьюнити. Но если этого мало, зачем придумывать третье колесо велосипеду? Почему бы не связаться с создателем ROM AI и не создать вместе систему с хорошими маппулами? Создатель ROM AI берет маппулы из уже существующих турниров. Можно точно так же взять и построить базу на уже существующих пулах с турниров, а также запрячь свою команду, собрать еще новых пулов и как-то все это объединить. А в идеале вообще сопоставить все карты со стандартными турнира. Допустим, у нас есть классическая AIM карта на консистенции. Написать тогда на этой карточке, что это NM1 карта. Или у нас есть Alternate карта. Написать на этой карточке NM3. Это даст большее понимание игроку, что ему стоит пикать, а также приучит его к турнирам, что хорошо может повлиять на киберспорт ОСУ. А про подбор... Если сейчас в поиске нет игроков, подходящих тебе по уровню игры, так пусть игра не найдет тебе матч. Уж лучше не сыграть вообще, чем получить негативные эмоции от дурацкого подбора. Я искренне надеюсь, что лазер когда-нибудь сможет заменить стейбл. Но пока что лазер это совершенно другая игра, и переходить в него очень трудно. Жду ваши комментарии по поводу этого режима. Помогите, пожалуйста, продвинуть ролик, вдруг это поможет повлиять на будущее игры. И спасибо Супер Трезу за перевод на английские субтитры. Заходите ко мне на Twitch и подписывайтесь на канал.